11 лет лишения свободы получила сегодня Мария Колесникова и 10 лет Максим Знак. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме и длилось месяц. А судя по количеству рукописей, более 40 томов, спать Генеральной прокуратуре не приходилось. Но чего не сделаешь ради выслуги перед нелегитимным. Согласно обвинению, Мария и Максим вступили в тайный сговор с другими лицами с целью захвата власти, а основанием для реализации назвали успешно опробованную в других странах методику смены власти незаконным методом. Действия по этому плану обвиняемые якобы объявили себя представителями большинства граждан Беларуси, а также готовили и публично озвучивали заявление про победу на выборах кандидата Светланы Тихановской. Где, по их мнению, в это время находилось реальное большинство граждан, на суде так и не озвучили. В последнем слове Мария сказала, что их суд войдет в историю. Зачитала отрывок из произведения Альгерда Бахаревича, который ей передали в письме «Солидарные белорусы». Рассказала, что есть на самом деле демократия и почему нельзя игнорировать Конституцию. Максим, в свою очередь, выступал 3 часа, попытавшись как юрист объяснить, почему в их действиях отсутствует состав преступления. К сожалению, кроме судьи, прокурора и адвокатов, никто этих слов услышать не смог. Первые – прислужники режима, для которых ни один закон теперь не действует, поэтому судебные процессы просто становятся закрытыми, а адвокатов заставляют подписать бумагу о неразглашении. Поэтому в ближайшее время ждем на режимном телевидении подробности тайны следствия о причастности Колесникова и Знака к построению погреба в Гомельской области. За последние годы милиция успела стать одной из самых привилегированных каст белорусского общества. Вместе с тем, давление, оказываемое на силовиков верхушкой, удерживающей власть вертикали, сделало их крайне неустойчивыми психологически. Мы знаем о сотнях политических дел, в которых фигурируют моральные страдания сотрудников МВД, но также известно немало случаев, когда эти страдания, судя по всему, не имитируются ради повода закрыть очередного ненавистного змагара. Речь идет о самоубийствах силовиков, известия о которых стали достаточно частым явлением за последний год. Так, в конце прошлой недели в телеграм-каналах появилась информация о сотруднике Ленинского РОВД Могилева Романе Миронове, который совершил суицид прямо на рабочем месте. Позже было сделано уточнение, что мужчина выстрелил себе в голову из стабильного оружия, но не погиб на месте. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По последним данным, врачи решили отключить Романа от аппарата жизнеобеспечения, поскольку шансов выкарабкаться у него нет. Известно, что перед роковым выстрелом Миронова разжаловали в участковые. Отметим, что в последние месяцы произошло несколько аналогичных случаев. В апреле в служебном кабинете стабильного пистолета застрелился начальник группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РОВД подполковник Руслан Ковальчук. А месяцем позднее появилась информация сразу о 2 суицидах силовиков, которые произошли буквально один за другим. В Полоцке покончил с собой начальник изолятора временного содержания, а за день до этого счеты с жизнью свел экс-начальник управления охраны и правопорядка Брестской областной милиции. Судя по всему, такие истории стали результатом постоянного стресса, в который нелегитимный погружает своих верных церберов. Очевидно, что в рядах силовых структур все же есть люди, не сумевшие заглушить в себе голос совести, которая непременно должна подсказывать, что пытать и издеваться над ни в чем не повинными людьми – это тяжкое преступление без срока давности. Смерти тех, кому Лукашенко сломал психику, чтобы превратить их из защитников в карателей, однажды непременно попадут в его персональное уголовное дело. Суд Центрального района Минска начал рассмотрение очень необычного дела. На скамье подсудимых оказался Александр Зайковский, которого обвиняют в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Потерпевшими по делу проходят 4 силовика. Все они предъявили Зайковскому иск на сумму в 4000 рублей. По словам потерпевших, вечером 12 октября обвиняемый принимал участие в акции протеста и в алкогольном опьянении оказывал сопротивление работникам милиции, угрожал им применением насилия, бросил в сторону милицейского автобуса пивной бокал. Однако Зайковский своей вины в содеянном не признал. По его версии, в тот вечер в акции он не участвовал. Выпил в баре 50 грамм коньяка и просто пошел гулять по городу. Затем заглянул в еще один бар за пивом, где к нему подошло несколько неизвестных, которые начали вызывать его на спор и провоцировать бросить бокалом в милицейский автозак. За это даже обещали подарить квартиру. Мужчина со сказанного сначала посмеялся, но позже все же бросил стеклянную тару в сторону автобуса силовиков и попал чуть выше колеса. После этого его сразу же задержали. Силовики на суде заявили, что от звона стекла пережили стресс и испытали моральное страдание из-за призывов в чатах бить их камнями. От заключения экспертизы о состоянии здоровья обвиняемого признала, что он нуждается в лечении хронического алкоголизма, в состоянии аффекта не находился. В общем, все по классике. Надеемся, что вырученных денег хватит силовикам на то, чтобы залезать свои душевные раны у психолога. А тем временем мужчине может грозить срок до 7 лет лишения свободы.
Ситуацию на белорусских предприятиях усугубляют не только санкции и неподражаемый стиль управления крепкого хозяйственника, но и его крайняя озабоченность вопросами безопасности. В распоряжение телеграм-каналов попал документ, в котором министр транспорта Авраменко пытается объяснить министру промышленности Пархомчику, почему белорусская железная дорога не в состоянии справиться с дополнительными объемами перевозки продукции Гомсельмаша. Как выяснилось, причиной тому стали военные учения «Запад-2021», из-за которых железку фактически парализовали составы с военными. Отметим, что совместные российско-белорусские учения запланированы на 10-16 сентября на территории двух стран. Для участия в них в Беларусь прибудут 2500 российских военных. На нашей территории задействуют более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, включая около 140 танков, реактивных систем залпового огня и минометов. По задумке сценаристов этого театра военных действий в роли врага будет выступать условное государство Полярная Республика, обладающее развитыми вооруженными силами, решившее вероломно напасть на условную Центральную Федерацию. Европейские политики уже назвали ситуацию с учениями чрезвычайно опасной. Так, по мнению депутата Европарламента Анны Фатыга, не исключено, что на Запад-2021 могут иметь место провокации, способные разрастись до огромных масштабов, включая ядерные удары. По мнению литовских дипломатов, учения могут быть использованы для дальнейшей военной интеграции России и Беларуси. Кроме того, соседние государства рассматривают предстоящие мероприятия как демонстрацию готовности Кремля к военному конфликту против государств на западном стратегическом направлении. Отметим, что помимо предполагаемой геополитической угрозы, военные маневры двух диктатур несут и вполне конкретную опасность для простых людей. Вспомнить хотя бы инцидент на учениях «Запад-2017», когда боевой вертолет по ошибке дал залп ракетами по зрителям на полигоне Лужский. В итоге 2 человек были тяжело ранены. Будущей весной в одном из крупнейших немецких театров покажут постановку по роману Виктора Мартыновича «Революция». Произведение было издано на русском и белорусском языках. Интересно, что часть белорусского тиража изъяли так называемые правоохранители. Видимо, во время обыска в издательстве польстились на крамольное название. Отметим, что постановки по романам современных белорусских писателей становятся значимой частью культурного ландшафта. Правда, чаще не отечественного. Так, идеологи наотрез отказались выдавать гастрольное удостоверение спектаклю по книге Саши Филипенко «Бывший сын». Поэтому современный художественный театр был вынужден показать премьеру в Киеве. В Республиканском театре белорусской драматургии в преддверии годовщины Чернобыльской катастрофы сняли с показа «Чернобыльскую молитву» Светланы Алексеевич. Удивительно, но в репертуаре этого же театра до сих пор остались постановки Юлии Чернявской, которая уже несколько месяцев находится под домашним арестом, а также пьеса Виктора Мартыновича о жизни Франциска Скорыны «Карьера доктора Рауса». Также год назад в Минске состоялась премьера постановки по роману Альгерда Бахаревича «Собаки Европы», которую осуществил коллектив Свободного театра. Мировая премьера должна была состояться в знаменитом лондонском театре «Барбикан», но ее перенесли из-за пандемии. Отметим, что события 2020 года стали настоящим феноменом в белорусской драматургии. Например, на написание пьесы «Ошибка 403» руководителя Свободного театра Николая Халезина вдохновила реальная ситуация. Главный герой произведения – офицер подразделения «Алмаз» Никита Коровин, застреливший безоружного Александра Тарайковского на акции протеста в Минске 10 августа. Премьера спектакля состоялась в Эстонии. На ней присутствовали президент Керсти Кальюлайд и лидер Демократической Беларуси Светлана Тихановская. Друзья, завтра в 19:00 на нашем втором канале Маланка Лайв подключайтесь к специальному стриму «Острые вопросы о забастовке». Обсудим с экспертами, может ли забастовка привести к смене власти, какие действия могут ускорить стачку и что делать, если она вдруг не удастся. Подключайтесь, будет познавательно. Я же прощаюсь с вами. До завтра. Хорошего всем вечера и живе Беларусь!